2017 год оказался для Samsung очень удачным. Сначала компания успешно запустила новую А-серию. Потом нехило встряхнула рынок безрамочным S8, а когда все улеглось, выстрелила опять. На этот раз флагманом Note 8. Судя по всему, такая же последовательность шагов будет и в следующем году. А вот скорость реализации своих планов Samsung, видимо, подкрутила, потому что А-серия 2018 года уже в моих руках. Первый вопрос, который у меня возник при получении смартфонов: не потерял ли курьер где-то по пути обновленную тройку? Но нет, просто от рискованной идеи безрамочного малыша решили отказаться. Так что новая линейка состоит только из двух моделей: 5,6-дюймового А8 и 6-дюймового А8+. Мне прислали сразу три цвета: черный, золотой и Orchid Grey. Итак, что же это за смартфоны? По традиции, А-серия – это упрощенная версия флагманской S-ки. В данном случае Galaxy S8. В первую очередь он вдохновил новинки своим экраном. Обе получили безрамочные Super AMOLED дисплеи с таким же соотношением сторон: 18,5 к 9. Но в отличие от флагмана, здесь меньше разрешения, а по краям нет закруглений, из-за чего боковые отступы стали чуть шире. Сторонники плоских экранов, наверное, возрадуются. Ложных срабатываний точно не будет. Сама матрица очень хороша. Думаю, достоинства AMOLED перечислять уже не нужно. Просто скажу, что картинка одна из лучших. В настройках дисплея полный фарш. На месте фильтр синего цвета, глубокие опции цветопередачи и, конечно же, Always On Display. Формат тыльной стороны, как у топов. Точнее, стекло, плавно изгибающееся на боковинах. Ну а металлическая рамка и все с ней связанное полностью повторяет модели 2017 года. Каплю новизны в дизайн привнес только сканер отпечатков. Да, от камеры он так и не отцепился, зато переехал пониже. Теперь можно делать вот такое скользящее движение, не попадая пальцем в глаз. Это хорошо. Но все же какой-нибудь окантовки не хватает. Хочется больше ощущать касание сканера. В качестве альтернативы предлагается улучшенная разблокировка по лицу. Крутых датчиков у нее нет, но стоит отдать должное. Функцию существенно доработали. Жмешь кнопку блокировки, смотришь на смартфон и почти мгновенно попадаешь на рабочий стол. Функция реализована с помощью двух фронтальных камер. Сами модули я оставлю на десерт, а пока расскажу о другом достоинстве – железе. Для новой серии Samsung разработала интересный процессор Exynos 7885, у которого имеется необычная комбинация ядер, только два мощных и сразу 6 экономичных. А дополнены они флагманской графикой Mali G71. Такая же установлена в S8 и Note 8. С одной стороны, начинка не выдает рекордов в бенчмарках, а с другой отлично тянет самые тяжелые игры на максималках за счет видеоядра. Например, в танках А-серия выдает под 60 FPS со всеми выкрученными настройками. Конечно, с работой системы такой сбалансированный процессор тоже справляется на отлично. В этом ему помогают 4 гигабайта оперативки, которые дополняют общую картину характеристик новинок. Да, оба смартфона работают на полностью одинаковой платформе, а отличаются только диагоналями. На компромиссы идти не нужно вообще. Железо одинаковое, NFC есть у обоих. Нырять под воду на 1,5 метра тоже могут все. Быстрая зарядка, опять-таки, и там, и там. Ах да, автономность. Батареи хоть и разные, 3000 мАч против 3,5, но живут смартфоны одинаково долго. Стабильный день активного использования и почти 2 умеренного. Получается даже чуточку больше, чем у S8. Спасибо классному процессору. Но у флагмана еще остался один козырь. Камера. Что противопоставит ей новый А8? Ни для кого не секрет, что камеры А-серии уже много лет держат высокую планку. Но лично меня расстраивало, что им никак не завезут стабилизацию видео. И вот, наконец-то, свершилось. Оба смартфона пишут ролики в 1920 на 1080, и получаются они очень плавными. Еще есть режим 18,5 к 9, то есть под экран смартфона. Но с его активацией становится недоступен стаб. Детализация Full HD тоже хорошая.
а общее качество получше многих зашумленных и рвущихся китайских 4К. Благодарить за это можно основные модули. Глядя на их характеристики, грешным делом можно подумать, что по фото А8 обойдет даже S8, ведь светосила такая же, а мегапикселей больше. Но нет, флагман будет получше. Впрочем, младшие тоже держатся рядом. А теперь, как и обещала, десерт. Фронтальных камер у смартфонов сразу две. Одна на 16 мегапикселей, а вторая на 8. Вместе они позволяют делать селфи с боке. И сразу уточню, что тут все не так, как у кучи всяких бюджетников, у которых редко получается адекватный снимок с нормальным блюром. Глубина размытия настраивается как в процессе съемки, так и уже на готовом фото. Результат получается очень хороший. Промахи случаются крайне редко. В основном все аккуратно размывается и только там, где это нужно. Высокое разрешение тоже играет в плюс. Все хорошо детализировано. Порадовали и классные стикеры, которые без косяков накладываются на лицо или лица. Итак, какие можно сделать выводы? Galaxy A8 и A8 Plus – это почти что вылитые флагманы. Особенно на фоне S8. Нужно очень постараться, чтобы составить список причин, который убедит в обратном. А-серия уступает чуть менее футуристичным дизайном и при прямом сравнении основных камер. Поэтому, если эти моменты важны, то да, S8 в приоритете. А если внешний вид и фото-видео возможности вполне устраивают, то новая А-серия станет отличным флагманозаменителем. Как вам А-серия будущего 2018-го? И хотите ли вы увидеть сравнение с прошлогодней линейкой? Дайте об этом знать в комментариях. Также ставьте лайк за оперативность, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Пока!